Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Здравствуйте, друзья! Вас приветствует канал Криптомиксер Михалыча. И сегодня мы рассмотрим технический индикатор горизонтальные объемы. Для хорошего восприятия включите субтитры. Для удобства в плейлисте находятся все видео по рубрике Futures. Горизонтальные объемы или профиль объема – это вспомогательный трейдерский инструмент, с помощью которого можно определить значимые уровни, которые учитывают в своей торговле крупные рыночные игроки. Профиль объема – это расширенное исследование потока ордеров, которое отображает распределение объема по цене во времени. Профиль объема, отображаемый на графике в виде горизонтальной гистограммы, может помочь выявить важные уровни цен, включая поддержку и сопротивление. Ценность этого инструмента в том, что его можно комбинировать практически с любой торговой стратегией. Проведя анализ рынка с помощью горизонтальных объемов, вы получите более достоверный сигнал, которым можно подтвердить или опровергнуть полученную точку входа. Если вам еще не понятно, что такое горизонтальные объемы, тогда объясню проще. Горизонтальные объемы показывают количество сделок на горизонтальных уровнях за определенный промежуток времени. По ним можно определить, на каких уровнях было совершено максимальное и минимальное количество сделок, а на каких уровнях проявили свою активность крупные игроки рынка. Также по этим уровням можно определять, где образовались сильные уровни сопротивления и поддержки. Итак, переходим в TradingView, нажимаем технический индикатор. Вводим Volume Profile Visible Range. На графике появился наш индикатор. Лично для меня индикатор неудобно расположен, поэтому заходим в настройки. И делаем так, чтобы он был слева. Не путать горизонтальный объем, профиль рынка и вертикальный объем. Горизонтальные объемы, вертикальный объем и профиль рынка – это разные инструменты, которые похоже отображаются на графике. Горизонтальные объемы показывают объемы торгов по определенной цене. Вертикальные объемы показывают степень заинтересованности количества контрактов или сделок за определенный период времени. Профиль рынка обозначает зоны, в которых цена провела 70% времени на протяжении торгового дня. Горизонтальные объемы отображаются на графике в виде уровней шкалы. С их помощью вы можете определить цену, возле которой участники рынка совершали максимальное количество сделок. Самый сильный и значимый уровень легко определить визуально. Он будет представлен самой длинной полоской. С горизонтальными объемами тесно связаны два следующих понятия – накопление и распределение. Под ними стоит понимать логику действий любого крупного игрока, который входит в рынок и забирает деньги большинства трейдеров. Рассмотрим, как это работает. Фаза накопления. Ей соответствует движение цены в узком торговом коридоре, в боковом тренде или флете. Здесь рыночные продавцы и покупатели открывают разнонаправленные сделки и ждут тренда. Фаза накопления считается завершенной, когда крупный игрок увидел явный перевес заявок в одну из сторон. Например, 70% трейдеров торгуют на повышение, а 30% на понижение. В этом случае он готов пойти к следующему этапу. Фаза распределения. Если большинство трейдеров открыли позиции на покупку, то крупному игроку для заработка нужно двигать цену вниз. В этом случае начинается сильный нисходящий тренд, и основная масса пользователей закрывается с убытка. После этого рынок вновь переходит в фазу накопления и ждет формирования нового соотношения продавцов и покупателей. Зона стоимости. Если у вас перед глазами есть горизонтальные объемы, то вы можете быстро определить зону стоимости. Место, в котором начинается фаза накопления. То есть вы будете открывать сделки не в случайных местах, а именно там, где цена делает осмысленные остановки и готовится к распределению.
Зона стоимости – диапазон цен, в котором было совершено 70% сделок рынка за выделенный промежуток времени. С этой зоны начинается фаза накопления. POC – Point of Control – уровень максимального значения на профиле горизонтальных торговых объемов рынка. VAL – Value Area Low – уровень поддержки, нижняя граница зоны стоимости. VAH – Value Area High – уровень сопротивления, верхняя граница зоны стоимости. Переведем все вышесказанное в пошаговый алгоритм. Вы находите с помощью горизонтальных объемов зону стоимости, переключаетесь на свою торговую стратегию и определяете направление, в котором будете торговать. Выставляете стоп-лосс и take-profit. Ждете фазы распределения. Профиль объема – это удобный уровневый инструмент, с помощью которого вы сможете найти осмысленные зоны входа в позицию. Однако, как бы вы ни старались, горизонтальные объемы не помогут вам определить направление, в котором будет распределяться рынок. Это инсайдерская информация, которая известна только небольшой группе лиц на планете. Преимущество использования горизонтальных объемов. Лучшее понимание и визуальная оценка состояния рынка. Эффективное определение уровней поддержки и сопротивления. Предварительный расчет риска для каждой сделки и точное определение стопов сразу же за границами зоны стоимости. Прогнозируемое соотношение доходности к риску. Если зона стоимости разделить на 8 частей октанов, то риск составит 1 октан, а доходность 3 октана. Аргументированная точка входа в рынок лимитной заявкой. Наличие простой и понятной торговой системы правил и объективная идентификация своих конкурентных преимуществ. Уменьшение количества сделок и, следовательно, уменьшение комиссий. Недостатки горизонтальных объемов. Широкие стопы при торговле от POC. Цена не всегда доходит до контрольных уровней. Ожидание сделок, нахождение вне рынка, позиционный трейдинг подходит не всем. Вывод. Горизонтальные объемы или профиль объема – это специальный инструмент, который помогает определить важные горизонтальные уровни. С их помощью можно найти точку входа, установить стоп-лосс или take-profit. Горизонтальные объемы являются вспомогательным элементом, в который можно быть частью практически любой торговой методики. Без подтверждающих сигналов работать с горизонтальными сигналами нежелательно. В этом случае вы будете получать много ложных сигналов. Горизонтальные объемы могут пригодиться на любой торговой бирже. Чтобы освоить технику торговли по результатам объемного анализа, нужно не просто бездумно входить в рынок на максимальных горизонтальных уровнях. Необходимо анализировать поведение цены в этой точке, изучать ее реакцию и последующую динамику. Горизонтальные уровни – это лишь вспомогательный элемент торговли трейдера. Они не обладают такой точностью и достаточной для того, чтобы генерировать самодостаточные сигналы. Чаще всего горизонтальные уровни подтверждают или опровергают прогнозы технического или фундаментального анализа. Спасибо, что были со мной. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, а также присоединяйтесь в Telegram. Всего доброго, до новых встреч!